Вы на канале Заметки жизни, и я Игорь Дейкун. Здравствуйте. Сегодняшнюю нашу встречу я посвящу ответам на вопросы, которые пришли к сюжетам о Вроцлавском арсенале. И первый вопрос звучит так. Очень интересное начало цикла про огнестрельное оружие. Смотрел с большим удовольствием и интересом. По возможности прошу снять отдельный цикл про штыки. О штыках, находящихся в коллекции, можно говорить много, и их очень большое разнообразие. Но я расскажу в некоторой хронологии только о самых необычных или интересных штыках. И начнем мы со штыков кремниевого оружия. Вот вы видите прусский штык конца 18 века, кремниевой винтовки. Сверху плоское перо, снизу идет ребро. Он трехгранный. Австрийские 1768 и 1798 годов. Штыки удлинились, потому что винтовки стали короче. Крепление трубчатое с байонетным разъемом, когда штык с трубкой насаживались на ствол и поворачивались вокруг мушки или вокруг специального выступа. Штык образца 1841 года к прусской винтовке Дрейзер. Он очень похож на предыдущий прусский штык к кремниевому ружью. Трехгранный, длиной 560 мм, крепление трубчатое. А вот штык французской винтовки Шаспо образца 1866 года. Это уже новый вид штыков, новое направление, которое возникло в середине 19 века. Штык-тесак ятаганного типа, длиной 700 мм. Крепление байонетный разъем с кнопкой фиксации на рукояти и кольцом для крепления за ствол. Боковой байонетный выступ для крепления штыка располагается сбоку возле дульного среза ствола винтовки. Видите, этот штык уже можно было использовать и как штык, и как холодное оружие, саблю. Носился он в ножнах на боку. Другой штык ятаганного типа образца 1853 года для винтовки Snider Enfield, английской винтовки. Клинок однолезвийный. Рукоять состоит из двух щечек из прессованной кожи, скрепленной заклепками. В стальной головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внешним расположением пластинчатой пружины. Крестовина прямая с кольцом для ствола. Вот этот штык так выглядел, и вот ножны к этому штыку. Общая длина 715 мм, длина клинка 578 мм, ширина клинка 31 мм. И в дальнейшем штыки будут шириной клинка в районе от 30 до 25 мм. Винтовки с этими штыками применялись в период Крымской войны 1854-56 годов. Во второй половине 19 века появляются штыки нового образца. Клинки прямые, длинные, в стальной головке рукояти защелка с кнопкой, крестовина с загнутым вперед концом. Вот такого типа штык к винтовке Берти образца 1822 года. Общая длина 515 мм, длина клинка 400 мм. А вот на этой витрине я просто развернул изображение. Три образца штыков. Сверху к образца 1871 года к итальянской винтовке Веттерли Витали. Общая длина 640 мм, длина клинка 515 мм, ширина 27 мм. А внизу штык к английской винтовке Ли Энфилд МК-3. Общая длина 555 мм, длина клинка 435 мм, ширина клинка 24 мм. Между ними интересный штык, узкий, длинный, но уже короче, чем эти два предыдущих штыка. К норвежской винтовке Крах Йоргенсен образца 1894 года. Общая длина 335 мм, длина клинка 215 мм, ширина клинка 18 мм. Очень интересна сама винтовка, которая этот штык. Винтовка Крах Йоргенсен со скользящим затвором имеет одну отличительную особенность. Коробчатый магазин с боковой загрузкой, с откидной крышкой сбоку ствольной коробки. Магазин винтовки можно пополнить, не открывая затвор.
Мне кажется, что до появления съемных магазинов для винтовок такой способ пополнения боекомплекта был возможен, не снимая рукавицы, что немаловажно для Норвегии. Краг Йоргенсен – популярная винтовка среди коллекционеров и охотников до сих пор, и которая ценится стрелками за плавность хода. В 1890 году во Франции для винтовок Лебеля на вооружение был принят штык довольно любопытной конструкции. Он получил официальное название штык-шпага. Он представлял собой граненый штык с клинком четырехгранного профиля длиной 520 мм. У него была литая металлическая из мельхиора или латуни рукоять с крестовиной. В один из концов крестовины было вделано кольцо для надевания на ствол, а конец рукояти штыка крепился при помощи пружинной защелки. Во время Первой мировой войны было принято решение укоротить клинок штыка с 520 мм до 340 мм. Такая переделка позволила снизить длину штыка, и он перестал быть помехой при переползании, и сохранил функцию штыка, но уже не шпаги. К этому штыку вот внизу металлические ножны в виде такой металлической трубки. На отдельном стенде представлены итальянские карабины Манлихер Каркано модели 1891 года или М91 калибром 6,5 мм со встроенным складным штыком. Вот видите, штык примкнут посередине и штык в сложенном положении на карабине. А вот сверху сам карабин. Интересно, что модификация этой винтовки Каркано М91-38, пехотная винтовка образца 1938 года, согласно официальной версии, была использована Ли Харви Освальдом для убийства 35-го президента Соединенных Штатов Джона Фицджеральда Кеннеди 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. Согласно официального расследования было произведено 3 выстрела по количеству найденных гильз в помещении склада школьных учебников. Но по мнению экспертного исследователя Ричарда Спрайга, в убийстве участвовало 4 стрелка и было произведено 6 выстрелов. 4 пули попали в президента, 1 в губернатора и 1 был промах. На соседнем стенде карабины Мосина образца 1944 года, тоже со встроенным штыком. Вот штык примкнут и штык в сложенном положении. Такая же концепция штыка сохранилась на карабине Симонова СКС. Интересный так называемый эрзац-штык к винтовке системы Манлихера образцов 88, 90 и 95 года. О появлении этих штыков исследователи спорят до сих пор. Скорее всего, что такие эрзац-штыки производились из-за нехватки нормальных штыков. Общая их длина 375 мм, длина клинка 255 мм и ширина 23-24 мм. А вот в витрине и оригинальный штык винтовки Манлихера для польских легионов, созданный будущим маршалом Пилсудским в составе австро-венгерской армии. Вот видите, какой он. И на его рукояти видите герб польских легионов. Штык образца 1895 года. Это штык для унтер-офицерского состава винтовки Манлихера. Этот штык для унтер-офицеров отличается от штыка для рядовых, загнутым вперед концом крестовины и подвижной петлей для темляка на головке рукояти. Вот это, видите, колечко. Общая длина 360 мм, длина клинка 250 мм и ширина клинка 23-24 мм. Это уже так называемый штык-ножи. Вот на стенде 3 разновидности штыков. Вверху винтовка Лебеля со штыком-шпагой, ниже винтовка Манлихера со штыком и ниже польская винтовка карабинник ВЗ-29 с продольно-скользящим затвором, созданная на основе немецкого карабина системы Маузера 1908 года КАР-98АЗ на основе винтовки Гевер 1898 года. Штык образца 1928 года очень похож на штык винтовки Манлихера, о котором я говорил выше, только без загнутого конца крестовины.
и почти неотличим от так называемого парадного штык-ножа образца 1871-84 года к винтовке Маузер. Параметры его те же. Общая длина 380 мм, длина клинка 250 мм, ширина клинка 26 мм. Штык-нож 6Х4 к автоматам АК-М и АК-74 является усовершенствованной версией штыка модели 6Х3, главное отличие от которого заключается в конструкции рукояти. В англоязычной литературе за этим штыком закрепилось наименование штык к АКМ второй модели. Штык поставлялся в различные страны вместе с автоматами АКМ. Кроме того, штык производился в Болгарии, ГДР, Египте, Ираке, Китае, Польше, Румынии, Северной Корее и Югославии, поэтому он очень распространен в мире. Клинок штыка однолезвийный, боевой конец двухлезвийный с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык-нож к ножнам и использовать конструкцию как кусачки, вот как это показано на снимке. В рукояти Т-образный паз и пружинная защелка. Общая длина 270 мм, длина клинка 150 мм, ширина клинка 30 мм. А вот это необычный штык. Тренировочный штык модель 85 ГАЛ. Рукоятка аналогична штыку 6Х4 с защитными резинками белого и серого цвета. Лезвие состоит из плоского стержня, который выдвигается из рукояти после опускания защелки и убирается после нажатия на цель. Острие лезвия защищено пластиковой крышкой. Общая длина штыка в разложенном виде 290 мм. Штык ГАЛ ВЗ 1985 используется для занятий рукопашным боем с автоматами АКМ, АКМС и созданным на их основе польскими штурмовыми винтовками ВЗ-88 Тантал и ВЗ-96 Берил. Штыки этого типа производились на заводе в Радоме в 1986-89 годах. Вот, пожалуй, и все о штыках. Их, конечно, в коллекции намного больше, но я дал вам хотя бы краткое представление о некоторых из них. Второй вопрос, их даже два, но их объединил в один вопрос, и, скорее всего, он прислан женщинами. Интересно было бы посмотреть на браунинг, из которого Каплан стреляла в Ленина, или еще какие-то дамские огнестрелы. И спрашивают, а есть ли в арсенале образцы женского холодного и не очень оружия? В коллекции арсенала имеется пистолет FN Браунинг 1900 калибром 7,65 мм бельгийского производства, из которого Фанни Каплан 30 августа 1918 года стреляла в Ленина после его выступления перед рабочим с завода Михельсона. Многие из вас помнят эти кадры фильма «Ленин» в 1918 году режиссера Михаила Рома с эпизодом покушения, где в роли Каплан снялась Наталья Фрон. Надо отдать должное режиссеру, он использовал настоящий, такой же браунинг, как был и у Каплан. На этом историческая правда, пожалуй, заканчивается. То, что это дело темное и изобилующее нестыковками, становится ясно, кто мало-мальски начинает в нем разбираться. Я не буду озвучивать все версии, приведу только странные факты. Ну вот первое. Выстрелов было 3. Одна пуля, войдя над левой лопаткой, проникла в грудную полость, повредила верхнюю долю легкого, вызвав кровоизлияние в плевру, и застряла в правой стороне шеи выше правой ключицы. Другая пуля проникла в левое плечо, раздробила кость и застряла под кожей левой плечевой области, вызвав внутреннее кровоизлияние. Третья пуля прошла мимо. Одну пулю, ту, что в руке, извлекут лишь в 1922 году. Вторую, ту, что в шее, после смерти Ленина. И вот эта пуля, по многих исследователям, не из пистолета Каплан, но с крестовидным надрезом. Запомните, с крестовидным надрезом. Эта деталь еще всплывет. Вот на этом фото вы видите пистолет из официального дела о покушении на Ленина. Обратите внимание, стрелянных гильз, собранных на месте преступления, 4, а выстрелов было 3. Второе. Зачитываю вам отрывок из официального показания водителя Ленина Степана Гиля.
Когда Ленин был уже на расстоянии 3 шагов от автомобиля, я увидел сбоку, с левой стороны от него, на расстоянии не более 3 шагов, протянутую из-за несколько человек женскую руку с браунингом, и были произведены 3 выстрела, после которых я бросился в ту сторону, но женщина бросила мне под ноги револьвер и скрылась в толпе. Кругом было так много народа, что я не решился выстрелить ей вдогонку, так как чувствовал, что, наверное, убью кого-нибудь из рабочих. Заметили? Но стрелявшая женщина бросила мне под ноги револьвер. Арестована Каплан была на остановке трамвая, и тут снова 2 версии. По одной, арестована Н.И. Ивановым, то ли он рабочий завода, то ли он заводской комиссар, или по второй, помощником военного комиссара 5-й Московской советской пехотной дивизии С.Н. Батулиным. Она не сопротивлялась и сразу созналась. При обыске у нее нашли Браунинг номер 150-489, железнодорожный билет, деньги и личные вещи. Так кто и какой пистолет бросил под ноги водителю, если его нашли в сумочке у Каплана? Третье. На открытом политическом судебном процессе над лидерами партии эсеров в 1922 году давали показания раскаявшиеся эсеровские боевики, а по факту агенты ВЧК с 1918 года Григорий Семенов и Лидия Коноплева, которые признали, что это они готовили покушение на Ленина в 1918 году и даже напилили крестообразно пули и отравили их ядом курары. Помните 2-я пуля, которую извлекли из тела Ленина после его смерти? Многие исследователи считают, что стреляла именно Коноплева по заданию Якова Свердлова при поддержке ВЧК. Другие пытаются отрицать эту причастность и преуменьшить роль Свердлова во всех этих событиях. Но в пользу версии причастности говорят следующие факты. Сразу после покушения было опубликовано воззвание в ЦИК за подписью Якова Свердлова. Несколько часов тому назад совершено злодейское покушение на товарища Ленина. По выходе с митинга товарищ Ленин был ранен. 2 стрелявших задержаны. Их личности выясняются. Мы не сомневаемся в том, что и здесь будут найдены следы правых эсеров, следы наймитов, англичан и французов. По указанию Свердлова Каплан перевозят с Лубянки в Кремль, где по его же устному распоряжению уже 3 сентября, покушение было 30 августа, а уже 3 сентября 18 года комендант Кремля Мальков застрелил Фани Каплан в затылок во дворе Кремля при работающих автомобильных двигателях, чтобы было не слышно выстрелы. Свердлов лично приказал тело уничтожить без следа, причем указал это устно, и его сожгли в бочке. Свердлов – автор резолюции, призывающей к массовому красному террору против буржуазии и ее агентов. Пока Ленин лечился, Свердлов переехал в кабинет Ленина в Кремле и взял на себя некоторые официальные обязанности Ленина. Категорически отказывался провести избрание временного исполняющего обязанности председателя Совнаркома, потому что Ленин был председателем Совета народных комиссаров, и сам лично выполнял его функции, работая в кабинете Ленина и подписывая за него документы, а также проводя заседания Совнаркома, хотя сам был председателем ЦИК. Пока Ленин выздоравливал в Горках и ситуация устаканивалась, в начале октября 1918 года по совету Якова Свердлова Феликс Дзержинский, председатель ВЧК, с документами на имя Феликса Даманского совершает поездку в Швейцарию. Все белогвардейские агенты, все белогвардейцы охотятся за председателем ВЧК, а он ни с того ни с сего совершает столь опаснейшее путешествие в Швейцарию, якобы для встречи с женой и сыном. Хотя через год, в 19 году, жена и сын уже приедут к нему в Москву. В этой поездке Дзержинского сопровождал заместитель Свердлова, секретарь президиума ЦИК Варлам Аванесов. В конце октября 1918 года, когда Ленин уже приступил снова к работе в Кремле, они вернулись в Москву. Григория Семенова и Лидию Коноплеву на процессе 1922 года сначала приговорили к смерти, потом тут же оправдали, а после него отправили на 2 месяца в крымский санаторий для поправки здоровья. Их расстреляют в 1937 году во время Большого террора. Интересный факт. Именно Григорию Семенову Советский Союз обязан технологией производства нити накаливания из вольфрама в лампочках и режущего твердого сплава победит. Технологии, которые с его помощью были выкрадены в Германии.
Следует отметить, что Браунинг М1900 был излюбленным пистолетом для совершения покушений. Из него были убиты генерал-губернатор Финляндии Николай Бубриков в июне 1904 года, австрийский эцгерцог Франц Фердинанд с женой в июне 1914 года, что послужило формальным началом Первой мировой войны. В мае 1932 года Поль Думер, президент Французской республики, и еще ряд политиков по всему миру. Почему он так популярен в этом вопросе? Наверное, потому что имеет небольшой размер и его вес тоже невелик, 765 грамм. И здесь мы плавно подходим к образцам так называемого женского оружия. Если брать за критерий соотношения компактность и масса, к нему можно отнести следующие пистолеты из коллекции. Польский 9-мм П-83, 730 грамм, в люксовом исполнении. Посмотрите, какой он красивый пистолет. Венгерский 9-мм ПА-63, 595 грамм. Прямо подарочный вариант. Вот в коробке. И женщине такой не стыдно подарить. Чехословацкий 7,65 мм ЧЗ-70, 670 грамм. Британский 7,65 мм Вебли & Скотт, 517 грамм. Это, пожалуй, самый легкий. Немецкий 7,65 мм Зауэр 30, 620 грамм. И Маузер 1914, 600 грамм. Вот такой красивенький пистолет. И, кстати, Вальтер ППК, о котором я рассказывал в сюжете о арсенале, весит всего 570 грамм. Конечно, в коллекции находится еще ряд пистолетов, которые подпадают под критерии, так сказать, женских пистолетов. Для сравнения приведу вес некоторых пистолетов, о которых я рассказывал во втором сюжете о Вроцлавском арсенале. Так, Кольт М1911 1,1 кг, Маузер К96 1,13 кг и Кольт Драгун 1,9 кг. Вот, пожалуй, и все. Я кратко постарался ответить на ваши вопросы. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. Обязательно буду на них отвечать. До свидания.